Кайон Тейл, ранее известная как Литер War Online, является кроссплатформенной MMORPG, в которой вы можете, взяв сильного героя и несколько своих друзей, прекрасно провести серые будничные вечера. 22 апреля 2022 года Liter War Online уходит на вторую позицию для Mobile Studios, так как в их разработке входит наша измененная игра Кайон Тейл. С этого момента игра изменялась и дорабатывалась маленькими шажочками, где-то больше, где-то меньше. И вот, 24 декабря 2022 года выходит глобальное обновление Кайон Тейл Expansion, и теперь игра встает на новый уровень. Welcome, дорогие друзья! Я Тошик, и сегодня я расскажу об изменениях, которые принес глобальный релиз Кайон Тейл и его последующие маленькие обновления. В данном ролике мы затронем такие темы, как изменение интерфейса игры, изменение механики или геймплея и фиксация огромного, просто колоссального огромного количества багов, лагов и внутриигровых проблем. Сам я не профессионал данной игры, но она мне нравится и мне есть что рассказать. Максимальный уровень мой был вроде 24 из 40. Кстати, на моем канале вы можете посмотреть туториал или как начать игру в этом маленьком пиксельном MMORPG. Хоть и релиз ее поменял, но вы все по-прежнему сможете понять эту игру. Итак, первоначальное меню. Входя в игру, вас встречает менюшка, в которой вы регистрируете аккаунт на сеть, которая вам удобна или доступна. Обновление вырезало некоторые сервера и поменяло расположение кнопок в меню. После регистрации вам нужно выбрать персонажа. У каждого персонажа есть свои навыки, а по лору или внутриигровой истории мир делится на два клана, нации или мира – Драксиан и Нару. Простыми словами, Драксиан это добрые, а Нару злые. В игре есть рыцари, маги, друиды, лучники, призыватели. В общем, очень большой выбор. Можете посмотреть способности каждого и выбрать, какой вам по душе. Изменения принесли хорошие новости. Теперь вы можете покупать закрытых персонажей за внутриигровую валюту или при выполнении особых достижений. Персонализация тоже поменялась, она расширилась и были добавлены новые цвета. Также был добавлен топ прошлого сезона за отдельных персонажей, а также самая лучшая гильдия, топ по убийствам на карте и топ убийств на батл-арене. Арена — это событие, происходящее каждый час в игре. Это королевская битва без зоны, в которой вы можете проверить свои силы. Также при выборе персонажа убрали задний фон. Изменение интерфейса игры затронули аватарку игрока, теперь она более удобна для понимания и стала меньше. Кнопку и обводки для них переделали с коричневого на черный, сделали их меньше и добавили расстояние от края экрана до чата. Полностью поменяли количество монет, кристаллов и убрали табличку выполненных квестов. Карту уменьшили, сделали ее квадратной, а под карту добавили основные кнопки. Таб, квесты, инвентарь и кнопку настроек. Добавили трекер и сделали его очень заметным. Трекер позволяет найти монстров для выполнения квестов. Поменяли фон кнопок и сделали более понятную карту. Добавили немного информации об игре, FPS и пинг. Убрали кнопку Online Players. Инвентарь. Если вы играли на старой версии, зайдя на новую, вы будете потрясены, так как изменения очень сильно повлияли на инвентарь, переделав его практически полностью. Итак, сам инвентарь игрока стал меньше. Вместо двух колонок стала одна разделенная. Сверху ваше снаряжение, а снизу предметы. Поменяли иконки фона снаряжения, теперь они чуть меньше и красивее. Питомцев из инвентаря убрали, и теперь нужно найти в магазине, чтобы получить их. Убрали количество монет и звезд, так как теперь их видно без закрытия инвентаря. Поменяли форму, цвет и шрифт квестов. Поменяли статистику вашего персонажа и его прокачки, теперь он более приятен для глаз. В кнопку настроек добавили все, что убрали с экрана игры, а именно статистику персонажа, магазин и таблицу лидеров. А самое главное, теперь профессия не выскакивает на весь экран при достижении 6 уровня. Она находится в менюшке, и вы можете в любой удобный момент взять профессию, которая вам нужна. Ее улучшения находятся там же. Были поменены инвентари всех продавцов, исследователей и NPC вашей профессии. Все стало более удобно и приятно.
Ребята, если я где-то ошибся или у вас другое мнение, напишите об этом в комментариях. С помощью вашей критики и забот я понимаю, что нужно делать более качественный контент. Самое первое, что бросается глазу, это изменение карты, ее размеров и положения главных NPC в городе. Дыры, которые были в лесу, наконец-то нашли себе применение. Через них теперь можно ходить, чтобы сокращать себе путь и не тратить прочное снаряжение. Теперь донат не бросается в глаза, а донат NPC отчасти трудно найти. Всю карту сделали больше и сместили боссов. Не заставило себя ждать изменения мобов, а именно их количество хп, брони и урона. Урон и броня увеличились, а хп уменьшилось, что у боссов, что у обычных мобов. Радиус агрессии, то есть расстояние, при котором они агрятся на игрока, стал меньше, но радиус удара был увеличен. Теперь мобы, наконец-то, стали сложнее, и фармиться нужно дольше. Персонажей особо не меняли, только изменили их статистики, первоначальный урон, хп и способности. В ком-то уменьшили, в ком-то добавили. Тем не менее, все играбельно. Звуки тоже поменяли, везде стало хорошо и спокойно. Если вы не знали, то баги это была неотъемлемая часть этой игры, но всему приходит конец. Итак, проблемы зависания, неотлик кнопок, плохое соединение с сервером, ошибки первоначального меню, удаление персонажей, застревание, уменьшенный или увеличенный радиус атаки, звуки выполнения достижений, бессмертные мобы, зависание способностей, КД способностей, ошибка 400, проблема подбирания вещей, их удаления из инвентаря, невидимость, проблема агрессивного поведения всех мобов, локации, спаун мобов и еще несколько проблем. Всех их устранили, и теперь игра превосходит все мои и ваши ожидания. Конечно, много чего изменили и добавили, и игра не была убита обновлением, а наоборот стала конфеткой. Но, конечно, всегда есть свои минусы, но их минимальное количество позволяет влюбиться в игру. А если вы хотите новый ролик по Кайон Тейлу, то давайте соберем на этом видео 25 лайков, и я сделаю гайд, как дойти до 20 уровня всего лишь за 2 часа. С вами был Тошик, всем спасибо за большое за просмотр, всем удачи и пока.